Еще одно видео расскажу в продолжении рассказа о районах Краснодарского края с точки зрения приезжего, которого на Кубани называют понаехами таких людей. Но вначале я вам покажу, куда я забрался специально для того, чтобы вам было интересно. Вот посмотрите. Вот это я стою около такого красивого места. Вот бухта Альбира и Альтея. А это вот здание, это резервуар с водой. Это вот наверху это маяк. А вот это вот такой старинный домик, где просто сберегается вода. Дождевая, сбегающая с этих гор, здесь вот хранится. Ветер дует наверху. Было сложно найти тихое место, поэтому я спустился вниз, чтобы вам рассказать о Краснодарском крае. Так вот поставлю. О, отлично. Как-то так. Сейчас, секундочку. О! Ну, смотрите. В Краснодарском крае, вот так вот, где-то здесь поставить. Да, ну. Так. В Краснодарском крае есть несколько регионов, таких макрорегионов, если хотите, агломерации, которые может быть интересны для приезжего. Это прежде всего Краснодар и его агломерация, в которую входит и станица Динская, Динской район, и не включу, сейчас включу. Вот. И станица Динская, его район Динской, и станица Васюринская, и Новотитровская, хутор Ленина, и даже можно условно назвать Афипский и часть республики Адыгея, то есть это НМ, поселок Яблоновский, город Адыгейск. Даже Горячий Ключ Краснодарского края формально считается частью агломерации Краснодара, хотя расстояние до Горячего Ключа 75 километров по дороге. Но если по этому принципу, если 75 километров считать Горячим Ключом, то и в принципе и Кореновск попадает в это расстояние, и даже Усть-Лабинск попадает в это расстояние. Естественно, станица Елизаветинская, Марьинская попадает в это расстояние. Многие, даже Северская, наверное, попадает. Я думаю, что до Северской тоже около 70 километров. Вот, конечно, попадает в это расстояние и... Так вот, в агломерацию Краснодара я включаю большие населенные пункты вокруг, примерно на расстоянии 75 километров. Если уж Горячий Ключ в это расстояние включили, это и станица Саратовская, тоже большой населенный пункт в Горячеключевском районе, и республика Адыгея, это значительный такой кусок вдоль Краснодарского водохранилища. То есть, конечно, агломерация Краснодара, сам город и все вокруг, это около 2 миллионов человек живущих. Вторая агломерация, я уже говорил, что Краснодар интересен для молодой семьи с одним ребенком или без детей, потому что все-таки недвижимость в Краснодаре дорогая. Для молодой семьи без детей, может быть, и можно себе позволить купить квартиру или домик где-то в пригороде с прицелом на будущих детей. А вот если у вас трое детей, все-таки в Краснодаре уже это приличная сумма денег, которую вам придется потратить. Дальше, я говорил, есть агломерация Сочи, есть агломерация Новороссийска, есть агломерация Армавира, условно говоря, Майкоп в республике Адыгея. И на севере я бы назвал Тимашевск, крупный центр. И, наверное, Ейск, Ленинградская, вот там, вот по северам Краснодарского края.
Есть еще станица Кавказская и все, что вдоль трассы Кавказ идет и на границе со Ставропольским краем. Но в моем понимании это умирающая натура, как и Курганинск, и Лабинск. Вот это все, к сожалению. Мостовской район тоже, я его не считаю перспективным. Да, кстати, подпишитесь на меня сейчас, поставьте мне лайк, потому что я все-таки, смотрите, ради вас стараюсь залезть в такое место. Ветер сегодня везде, хоть и тепло, я все равно спустился с горы, чтобы найти тихое, укромное место и рассказать вам о Краснодарском крае с глазами переезжающих, то есть глазами понаехав, как их называют на Кубани. Напишите мне комментарий, о чем я вам не рассказал. Например, я не упомянул Апшеронск и не упомянул Хадыженск. Я не упомянул их, потому что мне кажется, эти города не попадают в Краснодарскую агломерацию, и они умирающие. Ну, по крайней мере, Апшеронск — это столица Апшеронского района, но тем не менее, даже по сравнению с Горячим Ключом, Апшеронск выглядит деревней. Даже хуже Саратовской, с моей точки зрения. Ну вот. А Горячий Ключ все-таки город-город, пускай и маленький, но город. А Апшеронск, ну, извините, даже не станица. Вот. Там напротив администрации есть пустыри, и такого в Горячем Ключе нет. Вот. Все-таки принадлежность к трассе М4 Дон сделала и к наличию железной дороги, сделала из Горячего Ключа все-таки маленький уютный курортный городок. Хотя я его считаю тоже очень своеобразным. Так вот, если вы богатый, еще энергичный пенсионер с источником дохода вне Краснодарского края, вы можете переезжать в Сочи. Почему богатый? Потому что Сочи — это самое дорогое место в Краснодарском крае, наверное, одно из самых дорогих в России. На уровне Москвы или даже дороже в некоторых районах. Сочи — это тупиковый город, Абхазию мы не считаем. Ну, то есть туда все вот, ведет одна дорога, и железная, и автомобильная. Но, с другой стороны, Сочи ближе к Москве, чем Краснодар, потому что из Сочи самолеты летают в Москву, и за 2 часа вы спокойно можете оказаться в Сочи, а за 2 часа вы не окажетесь в Краснодаре, и из Москвы вам придется лететь через Сочи или через Минеральные воды в Краснодар. Ну, когда аэропорт откроют в Краснодаре, Краснодар станет поближе к Москве, но не сейчас. Что еще? Сочи из-за своей вот такой вот курортно расслабленной тупиковости все-таки своеобразный город, то есть к нему нужно привыкнуть. Они не считают себя частью Краснодарского края. Сочи — это не Кубань, как они говорят. Остров Сочи у них есть такой, такая радиостанция, мне всегда это нравилось. Да, они в какой-то степени пригород Москвы, а не Краснодара. И у них таким образом сформировался менталитет. То есть люди там нацелены на извлечение прибыли из туристического потока в основном. Желающих работать там мало. И эти желающие желают работать за большие ставки, вероятно, больше, чем в Краснодаре, поэтому стоимость рабочей силы там выше, и, соответственно, идеально в Сочи иметь доход где-то в другом месте, например, в Москве, тогда в Сочи жить хорошо. Если вы в Сочи переезжаете, помните, что вам придется переплачивать за ремонт, переплачивать за продукты питания, переплачивать за медицину, ну, потому что это Сочи, потому что это курорт. То есть Сочи — это для богатых, я вам с кубанским акцентом скажу. Вот. А если вы сам Сочи, ну, допустим, у вас есть деньги, я за вас рад. Адлер — это тупик тупика, казалось бы, рядом аэропорт, но все равно это на границе с Абхазией, это постоянный транзит машин в Абхазию, и это транзит машин в Красную Поляну. То есть
с одной стороны вроде как и аэропорт, а с другой стороны проходной двор. Неуютненько, по моему мнению. Сочи уютнее, можно выбирать, можно в пригород в Дагомыс поехать, в Луо поехать. Я под Сочи понимаю и Хосту, и Мацесту, вот это все, то, что между, условно говоря, я бы даже сказал, между Дагомысом и границей с Абхазией, я это понимаю все под словом Сочи. И в том числе и Адлер. Красная Поляна — это отдельная песня, это... Там другой климат, там другой контингент, туда нужно еще доехать. Зимой иногда это затруднительно, вот, бывает. Ну, там, наверное, все даже не дороже, чем в Сочи. Есть понимание, что чем дальше вы отодвигаетесь от Сочи, тем, по идее, недвижимость дешевле. Маршрутка, вернее как, «Ласточка», поезд, который ходит между Лазаревской и Сочи, это практически как маршрутка. Вот что я хотел сказать. То есть люди добираются по своим делам на вот этом поезде, который там курсирует, но поскольку он ходит по побережью, иногда бывают оползни, то может и остановиться. Но зато преимущество, безусловное, Сочи — это то, что это субтропики, то есть это погода влажная, теплая, практическое отсутствие зимы, иногда выпадает, как в этом году, там снег, но все равно это скорее исключение, чем правило. То есть в Краснодаре снег выпадает, как правило, минус 32 бывает, и минус 24 чаще бывает, минус 15 бывает каждую зиму, я думаю. В Сочи минус 15 бывает как исключение, ну, ровно такое же исключение, как для Краснодара минус 32. Вот. Сочи — это для людей, которые хотят расслабиться и зарабатывать на туристическом потоке, зарабатывать на имени Сочи, жить все время примерно в одном и том же комфортном климате. Летом, конечно, влажно, и из-за этого кажется, что жарче. Вот. Пробки также проблема для Сочи, как и для Краснодара, потому что, к сожалению, как бы ни построили все эти машины, все эти магистрали перед Олимпиадой, но машин там больше, чем может допустить для себя курорт. Метро там тоже нет, как и в Краснодаре, трамвая там нет, то есть все упирается в автомобильную сеть. И в качестве маршрутки, я еще раз скажу, работает «Ласточка», то есть поезда, потому что они хотя бы ходят по выделенному железнодорожному пути. Если вам хочется подешевле, но все еще Сочи, ну вот выбирайте поселочек между Лазаревской и Сочи. То есть там есть всякие разные места, но помните, работы, чем дальше от Сочи, тем меньше. Лазаревская — это крупный пункт, вот, там хоть на что-то можно надеяться, но какой-нибудь там Варданэ или Чимэтакваджа, только то, что вы можете заработать на проезжающих туристах или приезжающих туда туристах летом. Вот. Дальше между Лазаревской и Туапсе есть много разных поселочков, но они вроде как и Сочи, большое Сочи, но вроде уже и непонятно что, потому что Лазаревка, как я понимаю, вот этот «Ласточка» остановится в Лазаревке, а дальше в Туапсе. То есть там только на машине, а летом это большие пробки. Основная проблема этого участка — это отсутствие нормального автомобильного сообщения, пробки почти всегда в любое время года. Все, что вам привозят по одной автодороге, одной ЖД-дороге, то есть все это дороже из-за логистики. Вот. Но с другой стороны, это раскрученный турист всесоюзного значения, туристический кластер всесоюзного значения. Туапсе прозвучало в последнее время, я его тоже отношу к агломерации Сочи, там по дороге 100 километров всего лишь, а на «Ласточке» вообще можно быстро доехать. Туапсе есть работа, потому что это все-таки промышленный город, там есть нефтеперерабатывающий завод, там есть порт,
грузовой, где как вот удобрения, уголь, всякие там другие товары, фрукты когда-то привозили. То есть порт, завод, плюс Туапсинский район — это курортный район. Ну вот кроме Туапсе, в остальных местах вы тоже должны иметь источник дохода на удаленке, потому что вам придется либо на туристах зарабатывать, либо на удаленке. В самом Туапсе можно еще где-то найти работу, но не в каком-нибудь Небуге или Лазаревской, Лермонтова или, Ольгинке, хотел сказать. Это все туристические места, то есть санатории, пансионаты и работа там. Либо частные застройщики, частные санатории, частные какие-то гостевые дома, то есть, вот так вот. Заработок на туристах. Очень похоже на то место, где я сейчас нахожусь. Вот. Тут нету даже, кстати говоря, тут больше похоже на вот как раз Вардане и Чимитакваджи, то есть здесь заработок на туристах, потому что других источников дохода нет. Здесь нету порта как такового, тут есть маленький рыболовецкий порт, но он не является там градообразующим предприятием, мало людей в нем работают, все, что они вылавливают, продаются местным ресторанам, как свежий вылов, типа местная продукция. Вот. И сельского хозяйства, которое я здесь вижу, всякие апельсиновые сады из Ниспера, то есть из Мушмулы, местное название Нисперо. Ну и все. Лимоны, апельсины, вот это вот Мушмула в садах. Они не собирают столько денег, чтобы на этом жить и не тужить. Вот. Основная прибыль приносится туристами, которые сюда приезжают, чтобы походить в хорошем климате теплом и покайфовать от того, что здесь теплее и не так жарко, как, допустим, в континентальной Испании. Дальше. Хорошее место для молодой семьи с несколькими детьми — это Новороссийск. Новороссийск, потому что это крупнейший порт на Черном море, потому что это цементные заводы, потому что это Черномортранснефть, то есть транзит нефти. Там есть рядом и предприятия сельхозсектора, то есть и птицефабрика, если не всех птиц там уже перебили. То есть Новороссийск — это второй по значению, я бы сказал, для Краснодарского края город. Именно для Краснодарского края, потому что это крупнейшие транзитные потоки, автотранспорт, все, что с этим связано, транзит нефти, транзит всего, зерна, элеватор. Там не так дорого, как в Краснодаре, и по сравнению с Сочи там вообще за копейки можно купить жилье. Климат там, конечно, никакие уже не субтропики, то есть зимой там бывает ледяной дождь, так называемая бора, то есть дующий ветер, который образует наледь на всем. Но при этом, и даже море замерзает, но при этом, ребят, все равно летом это возможность выехать в любой день, покупаться на море. Все равно здесь климат мягче, чем в Краснодаре. Более такой морской, более теплый. Все равно это проблемы. Проблемы с водой, которые в Новороссийске есть и будут. В отличие от Краснодара, в Новороссийске эта проблема постоянно существует. Все равно это проблема с мусорной свалкой, которая там горит постоянно каждый год. И в этом году она уже горела, и в предыдущем году она горела летом. Все равно это проблема цементной пыли, которая оседает везде, включая ваши легкие. То есть у Новороссийска есть свои проблемы. И проблема пробок, и проблема отсутствия общественного транспорта не связана с дорожной сетью. То есть так же, как и в Сочи, автобусы и троллейбусы едут по тем же дорогам, что и автомобили. Соответственно, если пробка, пробка для всех. И плюс большие грузовые машины, потоки по всему Новороссийску, то есть с этим есть проблема. Плюс электрические сети не выдерживают летней жары, потому что город расстраивается, уходит в сторону широкой балки какой-нибудь там, в сторону
Мысхака застраивается в сторону Абрау-Дюрсо, все застраивается. Почему? Потому что там все-таки какая-никакая есть работа, она там будет. И если вы хотите завести семью, то в Новороссийске, наверное, я бы считал так же, как и в Краснодаре, вы можете себе это позволить, отъехав чуточку в сторону от центра. Да, вам придется стоять все равно, как и в Краснодаре, в пробках, но там будет работа, вы там сможете заработать, потому что Новороссийск, как транзитный узел, крупнейший на юге России, никуда не денется. И порт там будет, и нефть там будет переваливать, и это перспективный город. Недалеко от Новороссийска находится Абинск, где есть еще и электрохимический комбинат, и, соответственно, Анапа недалеко от Новороссийска. И я бы электрометаллургический оговорился комбинат. Я бы назвал Новороссийск, Анапу, Темрюк как такая большая агломерация, все-таки и Геленджик, конечно, да. До Сочи там далеко, до Краснодара. Вот такая большая агломерация. Геленджик, Новороссийск, Анапа, Темрюк, это Таманский полуостров. Я ее считаю перспективной в плане развития курортной деятельности, в плане развития транзита. Я думаю, что в будущем деньги будут вкладываться вот в этот узел, потому что там относительно пока еще не так дорого, как в Краснодаре и Сочи. Не все так застроено, как в Краснодаре и Сочи. В плане застройки там попроще, чем в Сочи, потому что не такие там горки, как в Сочи, и не такие гидрогеологические условия. Вот. Проблему с водой, наверное, когда-то будут решать каким-то образом, как сейчас это решается. И, наверное, вот где-то вот в этой агломерации, ну, крайняя точка это Темрюк и Геленджик, в этой агломерации я бы вам рекомендовал селиться. Она будет развиваться в ближайшие десятки лет, потому что что бы ни случилось, через Новороссийск, через порт Темрюка, через порт Тамани, то есть порт Кавказ, будут возить грузы, будут возить зерно, будут возить удобрения и так далее. Вот. Каждый городок, ну Анапа, понятно, сонный курортный городок, но активно развивается как летние дачи для москвичей, для питерцев. И Темрюк это приморский город на Азовском море, с портом, где и нефть, и газ перевалка, и уголь отравляет жизнь горожанам. Но это и виноделие в этом всем районе активно развивается. Кубань-Вино хоть и отжали, но предприятие пока еще существует. И Курчанский винзавод, то и другие винзаводы, которые там находятся. То есть Таманский полуостров, как он был тысячи лет обитаем, и туда высаживались и греки, и тмутаракани туда организовали, и итальянцы, то есть генуэзцы. Таманский полуостров был привлекателен во все времена, и он будет привлекательным во все времена. Вот, наверное, я бы его назвал самым перспективным регионом в Краснодарском крае. Именно по соотношению цена-качество и перспективы для жизни. Я думаю, что для этого скажем так, завершим эти два кластера, сочинский и туапсинский кластер, и Новороссийск, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Темрюк, то есть Таманский кластер завершим. Спасибо за ваше внимание, подписывайтесь, извините, уже язык на плече лежит, ставьте мне лайки, если вам понравилось, и если возникли вопросы, если возникли пожелания, или жгучее несогласие с тем, что я говорю, пишите мне в комментариях, я их читаю, я на основе этих комментариев формирую свою новостную и информационную повестку. Поэтому, если вам что-то нужно еще рассказать дополнительно, ну, например, я не упомянул Крымск, я мельком упомянул Абинск, напишите мне, о чем еще отдельно сказать. Может быть, в каком-то отдельном поселочке. Почти каждый населенный пункт, крупный населенный пункт в Краснодарском крае я успел за свою жизнь посетить. Могу вам рассказать. Все, всем пока.